So guys, hello everyone, and today we are talking about appearance and character. Всем здравствуйте, ребята, и сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как appearance, внешность, и character, характер. То есть будем с вами описывать внешность. I want you to open your books at page 18 and look at exercise 5. Откройте, пожалуйста, свои учебники на страничке 18 и посмотрите на упражнение 5. We have some categories here. Вверху у нас здесь с вами несколько, скажем так, категорий. Eyes – глаза, mouth – рот, hair – волосы, nose – нос, face – лицо, lips – губы. И под этими категориями есть 6 подпунктов. То есть каким образом мы можем описать каждое из этих слов. For example, например, curly – кудрявый, wavy – волнистый, straight – прямой, spiky – торчащий, thick – толстый, плотный, густой, long – длинный, short – короткий, brown – каштановый, fair – светлый, grey – седой. Какое из этих слов здесь подходит больше всего для описания вот такими прилагательными? Hair – волосы, да, сюда подходят. Then, next one. Big – большой, long – длинный и small – маленький. Как вы думаете, что может подходить сюда, в эту категорию? Что может быть большим, длинным или же маленьким? So, let's suppose that it is nose. Then, long – длинный, round – вытянутый. This is maybe about face. О лице мы так можем сказать. Big – большие, small – маленькие, blue – синий, green – зеленый. This is, of course, about eyes. Конечно же, это описание подходит к глазкам. Small – маленький and wide – широкий. Маленький и широкий может быть mouth – рот. Thin – тонкие, full – полный. It is about lips. Это о губах. Don't forget to pause the video and write down all unknown words into your vocabularies. Не забудьте, пожалуйста, поставить видео на паузу и записать из этих слов все те, которые вам были неизвестны. Можете перематывать назад, чтобы записать перевод. Next, look at exercise 6 in your books. Посмотрите, пожалуйста, на 6-е упражнение у вас в учебнике. We have 4 columns here. У нас здесь с вами 4 колонки. Height – рост, age – возраст, weight – вес, looks – то есть как человек выглядит. Здесь, то есть, получается описание внешнее. So, what about height? Каким может быть рост? Tall, да, например. Tall – высокий. Think and complete this table using the words above. Подумайте и заполните данную табличку. Ее нужно будет записать в тетрадь. При помощи слов сверху мы сейчас с вами их разберем. Thin – тонкий. Attractive – привлекательный. Tall – высокий. Old – старый. Overweight – полный. Handsome – симпатичный. Так мы, кстати, говорим только о мужчинах. Ugly – страшненький. Young – молодой. Short – низкий. Slim – стройный. Fat – тоже полный. Overweight – с избыточным весом. Fat – полный. Middle-aged – среднего возраста. Plump – приплюснутый. Beautiful – красивый. Well-built – хорошего телосложения, of medium height, среднего роста. И, ребята, plump еще переводится как пухлый. So, pause the video, поставьте видео на паузу. Complete the table and then check. Заполните данную табличку у себя в тетрадях и далее проверяем. So, let's check up. Итак, проверяем. Thin. What do you think about thin? Как вы думаете, куда мы вставим слово thin? Окей. Attractive – привлекательный. Overweight
полный, да? Ugly – несимпатичный, страшненький. Young – молодой. Of course, it's age. Short – низкий. It's height. Slim – стройный. It's weight. Middle-aged – среднего возраста. Age. Plump – пухлый. It's about weight. Beautiful – красивая. Или мы можем сказать так о каком-либо растении или животном. Well-built – хорошего телосложения. It's about weight. And of medium height – среднего роста. We put this word here. I hope you did the same. Надеюсь, что вы сделали точно так же. And here is your main task. Итак, перед вами ваше основное задание. What you should do here. Что же мы здесь с вами делаем? It's exercise 7. Это упражнение 7. We have 5 people here. Перед вами 5 различных людей. They are Dave, Helen, Bill, Jim and Ann. Это Dave, Helen, Bill, Jim и Ann. They are very different. Они очень разные. You should choose one of them except of Dave. Выбираете любого из них, кроме Дэйва, потому что про него уже есть описание. And make up a description as an example about any one of them. И пишите буквально 2 предложения с описанием этого человека, которого вы выбрали, кроме Дэйва. Listen the example about Dave. Слушаем пример про Дэйва. То есть мы с вами видим, да, что Дэйв высокий и стройный. У него волнистые каштановые волосы и тонкие губы. You can choose any one of them. Выбирайте хоть кого. Helen, Bill, Jim or Ann. And make up 2 sentences about them. И составляйте в тетрадях 2 предложения о них. Пользуйтесь любыми словами из тех, которые мы сегодня с вами прошли. Записываем к себе в тетрадочки. Проверю работы, когда соберу ваши тетради. Goodbye.